Спасибо, господин председатель. Хотелось бы моему австрийскому коллеге напомнить, кто освободил Австрию и Вену от фашистов. И хочу сказать по поводу резолюции, представленной нашими коллегами с Украины, 36 пунктов. Автор резолюции практически в каждом пункте выдвигает обвинения в адрес России. Мы не хотели, конечно, идти по этому пути, поэтому предлагали отказаться от рассмотрения этой резолюции. Но я хочу сказать, что если Ассамблея хочет, Россия может представить 136 пунктов по фактам нарушения фундаментальных прав всех международных норм со стороны нынешних властей Украины, пришедших к власти в результате государственного переворота, поддержанного, кстати, рядом европейских государств. К сожалению. Потеря суверенитета, о восстановлении которого говорится в этой резолюции, это как раз следствие этого государственного переворота в 2014 году. Это следствие политики вытеснения русских и русского языка на Украине, попытки вооруженным путем подавить протесты в Крыму и на востоке Украины после государственного переворота, нарушившего конституцию страны. С применением танков, артиллерии, между прочим, сотни детей, женщин и гражданского населения погибли в этом конфликте. Жалко, что ни авторы этой резолюции, ни здесь присутствующие коллеги из парламентов других стран не обращают на это внимания. Жалко, что они не видели кадры артиллерийских обстрелов со стороны регулярной украинской армии жилых кварталов Донбасса. Глаза детей, которые сидят по подвалам в 21 веке. И вы хотите, чтобы мы равнодушно на это взирали? Вы хотите, чтобы мы продолжали мириться с теми лживыми утверждениями, которые выдвигает украинская делегация на этой сессии? Почему-то в ОБСЕ об этом говорили крайне мало, так же, как и в европейской прессе. Мы об этом сожалеем. Не говоря уже о том, что сегодня на Украине героизируются нацистские преступники, участники Холокоста. Вы согласны с этим? Вы, все представители парламентов мира, которые осуждают Холокост, согласны с тем, что улицы на Украине переименовываются, снимаются таблички с именами русских генералов, которые освобождали Украину, и ставятся таблички с именами Шухевича и Бандеры, участников Холокоста? Я уверен в том, что Ассамблея не должна принимать подобного рода резолюции. Но если это будет сделано, то, безусловно, российская делегация представит и свой проект. Не на этой сессии, так на следующей. Спасибо.